Все, клевый подарок. Я надеюсь, еще Путарана мне подарит вот такого Хариуса. Газонь побольше надо. Но там мы все равно в сторону идем. Есть, ребят, не знаю, что это я поймал. Щука. Щука, наверное, нет, окунь. Окунь. Вот стоит наш именинник. Вот так я и встретил свои 40 лет на плато Путарана. Блин, какая вкусная рыба. Ну вот и готовы наши рыбы. Пойду отнесу. Сейчас будем садиться за стол. Сегодня я хочу представить вам достойный канал о путешествиях. Там вас ждут увлекательные походы на авто по всему миру. Россия, Арктика, Казахстан, Финляндия, Монголия, Скандинавия и Нидерланды. Миллионы километров в одном месте. И никто не знает, куда их занесет в следующий раз. Канал про путешествия. И во всем мире вертолетчики летают с баночками. Ни у кого нет специальных приспособлений для этих дел. Все вот так вот сидят. С баночками. Что загороди? Добрый день. А он у нас действительно будет добрым. Сегодня мы полетим в сердце плато Путарана. Посетим водопады и увидим то, что останется в памяти на всю жизнь. Если вы пришли в этой серии увидеть рыбалку, то, увы, посмотрите новое видео на канале «Не диалоги о рыбалке» или о рыбалке в Якутии на канале «Клевая рыбалка». Мы сегодня покажем нечто большее. Красоту нашей страны, нашей Родины. С эвенского языка название плато Путарана переводится как «озера с крутыми берегами», а с юкагирского – «горы без вершин». Эти места полностью отвечают своим именам, ведь плато на самом деле представляет собой горный труднопроходимый массив с высотами до 1701 метра над уровнем моря, где относительные превышения часто перескакивают за километр. Множество рек, образующихся при летнем таянии снегов и ледников, которые начинаются за полярным кругом только в июле, пробиваются через породы и образуют несчетное количество водопадов и каньонов. Ввиду этих ландшафтных особенностей местность труднопроходима, а потому мало изучена. При этом площадь плато более чем в 5 раз превышает территорию Московской области. Тип местности можно сравнить с прототипом затерянного мира Конана Дойла, но с поправкой тропиков на Заполярье.
ребята прибыли на озеро Хантайское, где будет дозаправка, и будем двигаться дальше. Опять мне все самое сложное. Стой, снимай, как дурак. Так вот, ребят. 25 июня. Здесь еще лед. Вы говорите, что зиму показываешь нам? Что если показывать, если здесь зима? Жуков гараж. Ведущее тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений, оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Ну, пойдемте в воду посмотрим, что там. Что там в подводье есть. В подводянном мире. Рыбы есть, нет? Ух ты. Ха-ха, вот это, да, видели, как удочки пролетели? Вот так, ребят, видите, какие птицы летают, можно с очком ловить. Людей не боятся. Блин, давайте я вам через поларики покажу, может увидите что-нибудь, посмотрите. Вода прозрачная какая. А? Видите, а без полариков вот так вот, с полариками вот так вот. Надо поляризационный фильтр ставить на камеру. Прилетел еще один ветролет. Замыкающий. Так, охрана идет. Здравствуйте! Здравствуйте. Ну чё, как вы тут? Нормально. Все в порядке? Ну, да. Медведь не мучает? О, приходил. А? Приходил. С медвежонком. С медвежонком, да? Ну, Как зовут? Олег. Виктор. Ты один здесь? Нет, с женой. С женой? Ну, Данил говорил, Олег. что вы семьей. Вера. Он живой, он медвежатник хороший. Медвежатник? Раз я домой пришел, Кузя! Кузя! станцию заводить надо. Тут знаешь, как этот? Ну, сюда Тут везде подбежал. опасности постерегают. Кузя! Кузя! Кузя, ты чё, друг, ты меня же помнишь. Мы же с тобой в мае только виделись, а? Потом В мае второй с раз тобой, она друг, с медвежонком виделись мы. пришла уже. А? Хорош. Приезжали у Сашки, конечно, идеальный порядок был. Да, здесь еще лодки еще ни хрена нету. Лодку-то увезли. Поверхность плато покрыта базальтовыми лавовыми потоками, которые часто именуют сибирскими траппами. Плата Путарана – единственный крупный участок, полностью сложенный базальтами. Вот как ученые видят образование платы. Около 230 миллионов лет назад на северо-западе среднесибирской платформы в земной коре образовались трещины, через которые стала изливаться лава и растекаться по большой территории. Очередной застывший слой заливался следующей порцией извержений. Таких циклов насчитывается свыше 2 десятков. Застывшая лава образовывала слоеный пирог триасовых базальтов, который перекрывает широкий фундамент среднесибирской платформы палеозойского возраста.
Этот топирок впоследствии вспучился внутренними силами Земли над окружающей поверхностью до уровня 1700 метров. По трещинам раскола заложили гигантские каньонообразные долины. Чередование трудно выветривающихся диабазов и легко выветривающихся туфов и песчаников создает ступенчатый профиль склонов и долин, которые называются сибирскими трапами. И сегодня этот район суровых климатических условий остается необитаемым и труднодоступным. Добраться туда можно только при помощи малой авиации или вездехода «Мишерп», например, как это сделал Алексей Гаргашян в экспедиции на восток. Поэтому затерянный мир, как еще называют плато Путарана, сохранил первозданную природу Сибири с хрустально чистыми реками, непроходимой тайгой, непуганными животными, изобилием грибов и ягод, кажется, даже таежными духами. Imvula iza kubuya ezulwini, umphungu uphinde ube imvula namafu. Imvula iza kubuya ezulwini,
Видите, ребят, вот так и получается. Конкурентов устраняет дядя Витя по рыбалке. Сами, говорит, нафиг никуда не лезьте. Удочку взял и пошел ловить рыбу. Золото ищи. Камни не Не то собирай. ищешь, да. Бери золото. Нет, ты не под тем камнем, Миша, вот под этим золото-то лежит. Ну че ты, блин, как колхозник. Вон золото, вон, надоело уже оно. Выкидывай. Рыбу бы поймать, нафиг это золото. Не понял, почему в слове Герасим буква Е такая маленькая? Это такая задумка. Расстрелять. Почему такая маленькая буква Е? Расстрелять. Надо разобраться, товарищи. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М Экстрим и Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду Герасим Шерп. Подробный обзор вездеходов в описании. Давай, сейчас фотку сделаю. Легкий перекус и отправляемся дальше. Едят-то так, как будто не легкий перекус. Видите, плюс 15. Человек в москитном костюме, в одних трусах. Не холодно, говорит. Они здесь привыкшие уже, местные. Да? Что нет-то? Нормально. Мне кажется, так теплее будет, если сетку закрыть. Тут, ребят, ранняя весна. А что, только самое начало весны, я бы сказал. Вон лед, во льду все. Озеро Аян. Здесь, где еще вода движется, уже лед подрастаял. В 2 километрах отсюда температура 25 градусов. Здесь 15 градусов. 10 градусов перепад. Зато комара нет. Деревьев наломало. Вон. Лиственница бедолага уже упала, а эти иголочки распускает. Видите, еще живет. Мишаня что-то ходит, болтики от вертолетов откручивает. Половодье спало вот отсюда. Все было под водой. Закрыто. Ой. Вот есть такая жижа. Мягкая. Продолжим наше путешествие. И давайте я также продолжу рассказывать вам про плато Путарана. Это второе в мире по величине траповое плато после плато Декан в Индии. По рельефу представляет собой сочетание относительно ровного плато и больших ущелий и долин, дно которых часто затоплено озерами. Каньоны и озерные долины плато очень живописны. За это его часто называют краем 10 тысяч озер и тысячи водопадов. По количеству водопадов оно занимает первое место на территории России. Всего на плато более 25 тысяч озер. Так, на реке Канда расположен один из самых высоких в России водопадов – 108-метровый. К нему-то мы и держим свой путь. Растительность тут представлена лиственнично-еловыми лесами в долинной части плато, редколестием и кустарниковой тундрой на верхних частях, склонов и поверхности плато. Наиболее возвышенные водораздельные части плоскогорья преимущественно занимает каменистая и лишайниковая тундра. Животный мир плато отличается разнообразием. Через его территорию пролегает миграционный путь крупнейшей в Евразии таймырской популяции дикого северного оленя. Здесь же находится северный предел ареала обитания рыси, соболя, каменного глухаря, летяги. Лось, медведь, росомаха, лиса и заяц – типичные представители этих мест. Встречаются редкие исчезающие виды птиц, кречет, орлан-белохвост. В чистой речной воде много рыбы, в том числе здесь обитают ценные и редкие виды – муксун, чир, таймень, голец, омуль. На плато также обитает малоизученная популяция снежного барана, которая, будучи оторванной от других мест обитания этого вида, изолированно развивалась около 15 тысяч лет. Этих редких животных нам и вам посчастливилось наблюдать.
попытаюсь спуститься пониже сейчас. Ближе к... Ух, ребятки. Ой-ой-ой, там не то, что страшно. Там просто... Ну, это что-то. Я вам скажу, посмотрите вон туда. Ой. Ух, мы сейчас дожидаемся вторую вертушку и будем запускать коптер. Вот здесь, конечно, будут кадры мечты. Реально. Посмотрите, какая красота. Ищу сейчас место, где я буду с коптера управлять. Я думаю, откуда-то вот отсюда буду. Для того, чтобы у меня была прямая связь с машиной. Прямая видимость, потому что вокруг камень везде. Посмотрите, высота, перепад какой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что-то, ребят. Это просто что-то с чем-то. Блин, главное мне не увлечься бы и не уйти как козлу горному. Туда вот. Чпок. И все. Представляете? Какое могущество. Ай-ай-ай! Нифига никакого эй-эй-эй. Водопад вообще всех звуки давит. Я дна водопада до сих пор не вижу, ребят. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль О-Грилл. С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасимшер. Ссылка в описании. Да, ребят, мы здесь были. С ума сойти. Просто с ума сойти. Плата Путарана, народ. И вот такой водопад. Посмотрите на него. Просто посмотрите. Конца водопада я не вижу отсюда. Те, кто подписан на наш инстаграм, видели уже это коротенькое видео в июне. Вы не теряйтесь. Подписывайтесь на инстаграм. Ссылочка будет в описании. Также на главной странице канала в правом верхнем углу. Какашки барана горного, снежного. Аж, ребят, дух перехватывает. Подкатывает ком гору. Огромная высота. Сами видите, какая пропасть. Маленький камушек. Вот этот. О, точно. Офигеть. Видали? Вот это да. Вот это я обвал сделал. Офигеть. Офигеть, куда он покатилась. С ума сойти. Страшно мне. Страшно мне тут стоять.
Фух, ребят, на последней батарее, прям на последнем запасе хода сел. Еще и компас магнитно отключился. Он вышел из режима GPS, пришлось руками так его ловить. Фу, я вам скажу. Это был очень крутой видос, и вы его скоро увидите. Камеру 360 запустим сейчас. Полная батарея. Заряд цигель-цигель. Гоголь-моголь.
Так, устанавливаем нашу систему. Система подвеса сделана нами самими. Мы ее слепили из того, что было. На 3D принтере напечатали. Система крепления оригинальная. Есть похожие, но не такие. Это будет что-то, я вам скажу, ребята. Это просто будет бомба. Я такой вам видос сейчас забабахаю. Так. Ставим флешку 64 гига. Хорошую. Чтобы у нас точно никаких казусов не случилось. Блин, за одному сложно мне будет запускать всю эту конструкцию. Ну да ладно. Мишка ушел смотреть на водопад. Ну и вот так вот все это у нас будет транслироваться. Да! Что? Опускаюсь, вон он уже! Ребятки, экипаж меня очень сильно торопит, потому что надвигается гроза, и вот-вот она нас накроет. Надо быстрее, быстрее, быстрее. Но когда сюда еще вернешься? Надо снимать. Ай, красавчик, молодца! Немного грустно покидать это поистине красивое место. Водопад в устье реки Канда – один из самых высоких водопадов по прямому сбросу воды – 108 метров. Очень интересно, что же нам расскажет история об этом крае. Первое упоминание о гряде гор к востоку от Енисея встречается у Мидендорфа. В конце прошлого века, 1844 году, он кочевал с немцами по южной части северо-таймырской низменности и в 40 километрах к югу увидел вроде бы отроги горного хребта, который назвал Северный. Эта ошибка сохранялась на картах довольно долго. В 1905 году в составе академической экспедиции, проникшей вглубь Путаран, побывали русские исследователи Баклунд и Толмачев. Но и они не сумели сделать правильных выводов, кочевав с ивенками от стойбища к стойбищу. Однако дали довольно точное описание зимней природы Путаран. И только в советское время при разработке медно-никелевых месторождений в районе города Норильск экспедиция под руководством Урванцева в 20-х и 30-х годах разведка Путаран продолжилась. Вслед за этим был разведан и нанесен на карту западный склон плато Путаран, восточная и центральная часть плато было нанесено на карту лишь в послевоенное время с помощью аэрофотосъемки. Но до сих пор здесь есть места, где не ступала нога человека. Поэтому каждое путешествие в этот первозданный мир может принести радость настоящих географических открытий. Кто его знает, возможно, это открытие сделаете именно вы. Запишите в задачи побывать на Путарана хотя бы один раз. Цели поставлены. Вперед!
Ребят, ну вот револтер нам и здесь пригодился. Разрядился аккумулятор на перекачке. И мы вот почти бочку переливаем уже. А он все заряжен и заряжен полностью. Это у нас револтер Ультра. Я его для зарядки телефона с собой вожу. Все, могу быть свободен. Ну что ж, ребят, вот так вот. Половина использована аккумулятора и перекачана бочка топлива. Что, дядя, надо такую иметь, да? Нет, надо что-то подумать с аккумулятором, скорее всего, поменять. Какой-то, ты говорил, другие бывают. Литиферум. Да. Но это как аварийный. И вот такую штуку чуть помощнее, чтобы была всегда. Тогда револтер нитро. Пусковые устройства Revolter. Это надежный запуск в любой ситуации. Проверено нами. Это работает. Не забывайте, зима близко. Ссылка в описании. Скидка по промокоду Герасим Шерп. Ребятки, мы нарядились в финтрейлы. Вот нож якутский. Тюрьма. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор – якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Цел, все, что нужно, все с собой. Сейчас пойдем, вон там вон база, ближе площадки нету, к сожалению. Пойдем посмотрим, какая-то заброшенная база на берегу озера стоит. Даже провода электрические натянуты на столбы. 10 домов где-то. И никто не знает, что это за база была или есть. Посмотрим, короче. Самая крутая заброшка на самом забытом богом плато. Да, народ, скажу я вам, ходить по тундре хлябкой, зыбкой, да по карликовым березам удовольствие ниже среднего, но любопытство берет вверх. Все-таки интересно, что здесь было. Рыбацкий поселок или, может, золотишко мы здесь. Так, ну что тут у нас? Дровишки. Столичная. 80-й год. Ребят, висит календарь. Заправочный пистолет, кстати. Заправочный пистолет. Берем. Deep Purple. 80-е года, ребят. 80-е. Вау! Пистолет тебе заправлять, самолет нашли. А вот это зачем он? 80-е года. 55 копеек. Банка тушенки, сгущенки, сигареты. О, бур. Бур. Какой коловоротик. Пешня. 2 пешни. Пешню надо? На проверку становись. Пусто, пусто, пусто. Пусто, пусто. Бутылки, банки. Пустота. Ребят, 80-е года здесь кто-то жил. Какие-то работяги жили. Каски, фигаски. Наверное, золото нашли. Построили поселок. Вот.
Видите? Сито старательское. Чердаки тут есть, но выхода на чердаки нету. Да и что там может быть на этих чердаках? Гулькина пипирка, походу. Сейчас мы найдем зацепку, что же тут было все-таки. Один фиг узнаем. Надо только до штаба добраться. Мишка, это деревня сварщиков. Да, 100 человек здесь жило сварщиков. Видишь, ни одной железки нету. Все посваривали и в озеро выкинули. Че? Вот, я же говорю, сварщики. Моя версия подтверждается. Здесь комнатушка. Алис. Здесь вообще разобрано. Да, кто-то тут до нас побывал основательно. Вертолетная площадка вон там. Сейчас пойдем на вертолетку. Сейчас здесь посмотрим, что осталось интересного. И пойдем на вертолетку сходим. Так, о, что я вижу. Друзья мои, буровые свечи. Нет, не буровые свечи. Не, буровые. Свечи буровые. Только где резьба у них? Нет, не буровые это. Это не буровые свечки. Ха, я трактор нашел! Нифига себе! Братцы! Целый трактор я нашел. Вот это да! Хо-хо-хо-хо! Приколите! Может, солярка еще есть? Есть, пахнет. Все, себе забираю. А? Блин. Ох тут болото, братцы. Ох тут болото, трактор утонул уже. Вот так вот. Целый трактор, бляха-муха. Ха-ха. Крутяк, вот это находка у меня. Не знаю, видно его, не видно. Но у меня теперь есть трактор. Я на Путарана нашел себе трактор. Буду гонять. Чем он хуже Шерпа? Хо-хо! С 80-х годов здесь стоит. Парни. Все то же самое. Фрикционы. Тормоза он на педалях. Левый, правый. Газ. Тырдык-бердык и попер. Эх, видать, националы с него сиденья выдрали. Это плохо. Вот такая вот база. В 80-х годах была заброшена. Знаете, здесь почва какая, болото просто. И в этом болоте построили этот поселок. Зачем? А? Вот кто сюда добровольно мог упереться? Ой, это кто тут рыл? Медведь, выходи! О! Ой, что я нашел, какие штуки. Что это интересно? А, это же эти. Блин, это не взрывать штуки-то. Не, это у связистов что-то. Какая-то фигня у связистов. Ребят, кто знает, что это такое? А? Подсказывайте. Мне кажется, аккумуляторы, наверное, какие-то. Что-то у связистов там. Написано... Знаете, что на них написано? Сейчас скажу вам. СВ-5. 1985 год. СВ-5. А что это такое? Может, заряды какие-то? Блин. Мишаня, я ядреную бомбу нашел. О, как тут вход-то зарос. Чуть-чуть совсем. Так, это, наверное, была столовая, скорее всего. По заброшкам наступаем на край крыльца. И на перекладину. Это была какая-то столовка. Аккумулятор вот. Элемент гальванический сухой. Гарантийный срок хранения до начала эксплуатации не более 21 месяца. Да, какая-то батарея это. Магнитофонная лента. Стрела, сигареты. 25 копеек цена. Вам не хухры-мухры. Я хочу понять, кто здесь жил.
О, ребят, какую я лампу нашел. Целая еще. Нет, сгорела уже. Видали? Дура какая. Багры, пожарный щит, туалет вон там. Пружины, деталички какие-то. Огнетушитель. О, дизель-генераторная, елы-палы. Вот это я нашел. Вот это я нашел, 2 дизель-генератора и бочечки с солярой. Дизель-генераторы стоят. С виду целые. Такие дизеля. И АМЗ. Бочки соляра. Ремней нету. На том есть. Ну вот, не пошли со мной. Дизель-генераторную не увидели. Так, дизель-генераторная. 2 дизеля было. Ну, 2 это не значит, что нужна была такая мощность. Просто мог один встать, один работал. Один ремонтировался в это время. Пойдем вот в это здание. Что было тут, надо посмотреть. Потому что нигде никаких названий, ни табличек, ничего не осталось. Это у нас что? Непонятно что. А, бухалошная. Точно, ребят, бухалошная. Журнал бы найти. Пока только сельская молодежь 87-го года. Ух ты, коньячок кто-то тут давил. О, стоп. Какая-то информация. Крем. Дета. Дета, я помню такую. О, вот это да. У меня добыча, ребята. У меня добыча. Знаете что? Готов к труду и обороне значок. Ха-ха-ха! Класс. Положим в находочки. Первая находка-то. Выделываюсь. Как будто у меня их много. А вот тут вот кто-то доску прогрыз прям. Итак, подзалезал, что ли. Болтов и гаек. 100-500 миллионов, ребят. Это мастерская какая-то была, точно. Много деталей. Железо, вон амперметр валяется. Или нет, вольтметр. Вольтметр становится. Ладно, надо мне идти уже дальше. Еще одно здание пройду. Ничего, ребят, нет. Ничего нету, чтобы натолкнуло на понимание того, что здесь происходило. Не может же быть, где-то практически в центре плато Путарана стоит какой-то поселок непонятный, в котором неизвестно, что было в 80-е годы. Да, ни надписи, ничего, чтобы подсказывало, что это может быть такое. Помогайте, что есть в интернетах по поводу подобного поселка. Какие ваши мысли? Что это могло быть? Вон мусорка, видите, как и в ящике складывали мусор. Опять все те же папиросы. Никаких бумаг. О, какая-то бумага. Какой-то график учета. Дежурство. График дежурства, ребят. Уже хорошо. Уже какая-то информация поступает. Гена, Слава, Сергей. Это могла быть вообще игра в нарды. Долги там записывали. Запросто. Все, ребят, ничего нету. Это было последнее здание. У нас уже вертушка заводится. Слышу, должна будет подойти на вертолетку. Надо мне дуть к вертолетной площадке. Еще надо понять, где она. Ага! Мишаня! Все там.
О, блин, тут соляра еще есть. Блин, смотри, какая бобина провода. А, поперек, чтобы он сел на них. Нет, прям вот как Ему бы под лыжи. Ну что ж, так мы и не узнали, что это за место. Наш вертолет более тяжелый, нежели Робинсон 44, и нам пришлось укреплять вертолетную площадку. Но у нас все получилось. Все, мы дома, мы молодцы. Это было очень длинно. день как вечность, да? Бесконечно длинный день. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш Герасим Шер.